Привет, друзья и подруги, любители ММА и настоящего адреналина в клетке. Сегодня мы снова ныряем в паутину событий легкого дивизиона UFC, а если быть точным, речь пойдет о чемпионе и о том, кто может стать его ближайшим соперником. И да, речь у нас сегодня пойдет про Илью Топурию Матадора, который стремительно ворвался в мир смешанных единоборств и уже успел перевернуть расстановку сил в легком весе. Последние недели в испаноязычном сегменте, а также на крупных англоязычных порталах и в блогах постоянно мелькает одна и та же мысль. Кто станет первым соперником Топурии для защиты титула ближе к концу этого года? И все чаще на слуху всплывает имя, которое в принципе уже давно ассоциируется с жестокими нокаутами и зрелищем в клетке. Да, речь идет о Джастине The Highlight Gaethje. Чтобы напомнить, Gaethje громко заявлял, что если не получит титульного боя, то лучше уйдет из спорта. И все это не просто пустые слова. Ему уже 37 лет, карьера на закате, а сам он понимает, что столько ударов в голову, сколько он принял за карьеру, рано или поздно выставит счет. Последняя его заметная победа пришлась на март, когда он уверенно разобрался с Рафаэлем Физиевым, победил по очкам, причем достаточно ясно и четко. Но до этого был тяжелый нокаут от Макса Холлоуэя, были качели с Дастином Пуарье и, как говорится, картина складывается противоречивая. Все это подводит к главному вопросу. А реально ли вообще Gaethje стать первым вызовом для Топурии? Давайте копнем глубже, но сначала по традиции не забывайте прожать лайк, подписаться на канал MMA Top и врубить уведомления. Это не просто формальность, так вы будете первыми, кто в курсе всех новых раскладов, слухов и разборов. Вернемся к сути. У нас есть картина Топурия, который в полулегком весе просто вымел весь дивизион, оставив после себя лишь разрушенные карьеры и разбитые челюсти. Вспомните, как он нокаутировал Александра Волконовски, вспомните, как разнес Холлоуэя. Даже Чарльза Оливейру, бывшего короля дивизиона, он уничтожил меньше, чем за раунд. И вот теперь этот человек собирается защищать пояс уже в легком весе. Казалось бы, логично было бы дать бой Арману Цурукяну, тот тоже громко заявляет о себе, сделал шуму, готов был выходить на замену и все такое. Но, как показывает практика UFC, не всегда решает спортивная логика. Иногда организация делает ставку на коммерцию, на зрелищность и на то, кто реально продаст бой. А Gaethje — это всегда шоу, всегда кровь, мясо и хайлайты, которые потом разлетаются по соцсетям. Вот и получается, что сейчас наиболее реальным вариантом для Топурии становится именно Джастин Gaethje. Конечно, есть еще Макс Холлоуэй, но он травмирован и выбыл на неопределенный срок. Есть и такие персонажи, как Матруи Гамрот или Пэдди Пимблет, у которых есть своя история, но давайте честно, Гамрот слишком серый для титульного боя, а Пимблет пока сырой и больше тянет на хайп, чем на настоящего претендента. Поэтому главный вопрос звучит так. Если реально свести в октагоне Джастина Gaethje и Илью Топурию, чем все это закончится? У кого какие шансы? И сможет ли The Highlight хоть как-то противостоять Матадору? Чтобы понять, что ждет нас в возможной дуэли Джастина Gaethje и Ильи Топурии, давайте сперва разберем самого Gaethje. Этот парень появился в UFC еще в 2017 году, и с самого дебюта его прозвище The Highlight стало оправдывать себя. Первый же бой в промоушене и сразу бой года. Против Майкла Джонсона Gaethje сначала проигрывал, казалось, что вот-вот его разнесут, но он вытащил бой за счет своей безумной стойкости и дикого характера. Это как раз то, чем он подкупает фанатов. У него нет задней передачи, он идет вперед, даже если его лицо уже в крови, а ноги еле держит. До UFC он выступал в организации World Series of Fighting, которая позже переросла в PFL. Там он доминировал, бил всех своими сокрушительными лоу-киками, ломал соперников буквально ударами по ногам. Если пересматривать его старые бои, особенно против Луиса Паламина, то там можно увидеть настоящую школу жестокости. Удары по ногам превращали бойцов в неподвижные мишени. Это было фирменное оружие Gaethje, то, с чего начиналась его слава. Но с переходом в UFC все стало куда сложнее. Здесь уровень конкуренции другой. Здесь не только можно идти вперед и махать руками. Тут нужно думать, выстраивать стратегию. И Джастин довольно быстро понял, что его безрассудная манера ведет к тяжелым последствиям. Сначала он выигрывал, потом подряд улетел в нокаут от Эдди Альвареса и Дастина Пуарье. Многие тогда подумали, все, The Highlight быстро сгорит. Но, к его чести, он не сломался. Он переосмыслил свою тактику, стал чуть более аккуратным и добавил в арсенал элементы расчета. После этого мы увидели его победы над Дональдом Серроне, над Тони Фергюсоном, где он просто вынес легенду дивизиона, превратив лицо Тони в кровавую маску. Тогда он завоевал временный титул, и многие подумали, что вот оно, звезда нового масштаба. Но затем, конечно, случилось столкновение с Хабибом Нурмагомедовым, где Джастина без особых проблем задушили в стойке, треугольником.
Дальше была еще одна попытка в титульном бою против Чарльза Оливейры, и снова история повторилась. Мощное начало, но затем удушение и поражение. Так что 2 раза Джастин подбирался к главному титулу и 2 раза оставался у разбитого корыта. Но несмотря на это, его любят. Его не ругают, его не считают неудачником. Наоборот, фанаты знают, что Гэджи всегда приносит шоу. С ним не бывает скучных боев. Если говорить о его стиле, то у Гэджи есть база борьбы, причем серьезная. Он занимался борьбой в университетском уровне в США, у него есть навыки. Но ирония в том, что он практически никогда не использует ее в атаке. Его борьба — это защита от тейкдаунов. Он предпочитает держать бой в стойке, чтобы рубиться. То есть вся его тактика — это стоять, ломать ноги соперника лоу-киками и искать момент для тяжелого удара руками. И да, у него есть удары, мощные, хлесткие, которые способны выключить свет любому. Но проблема в том, что за годы боев он сам пропустил столько, что его голова — это уже, по сути, тест на прочность. С каждым новым боем его подбородок держит все хуже. Тот же Макс Холлоуэй, который, к слову, никогда не славился нокаутирующей мощью в легком весе, сумел отправить его в глубокий нокаут. И это тревожный звонок. Теперь представьте, если человек, который обычно выматывает соперников объемом и точностью, смог так вырубить Гэджи, то что сделает Топурия, который сейчас считается одним из самых жестких панчеров UFC? У Илии техника куда чище, тайминг острее, а удары выверенные как скальпель хирурга. Но вернемся к сильным сторонам Джастина. Первое — это его безумный характер. Он никогда не сдается и может перевернуть бой даже из-под прессинга. Второе — это лоу-кики. Пусть он сейчас использует их реже, но когда решается, они реально ломают ноги соперникам. Третье — это опыт. Джастин дрался с лучшими — Пуарье, Оливейра, Хабиб, Холлоуэй, Фергюсон. Его невозможно и напугать, он не тушуется перед большими аренами и шумом толпы. Но слабости тоже очевидны. Это защита. Джастин слишком часто пропускает чистые удары. Он может держать удар, но до поры до времени. Также у него нет плана «Б». Он не будет переводить в партер, не будет вязать соперника. Вся его игра строится вокруг рубки в стойке. А против бойца уровня Топурии это может быть смертным приговором. Итак, мы добрались до человека, вокруг которого сейчас и крутится весь разговор. Илья Матадор Топурия. Этот парень настоящий феномен. В UFC он ворвался как ураган и быстро показал, что с ним лучше не шутить. Его рекорд говорит сам за себя, без поражений, а каждый новый бой добавляет жирный восклицательный знак к его имени. Начнем с того, что Топурия — это универсал. У него нет слабого аспекта. Он одинаково опасен и в стойке, и в партере. Его база — джиу-джитсу и борьба. Если кто-то вдруг думает, что может его перевести и там доминировать, очень ошибается. Илья прекрасно защищается от тейкдаунов, умеет вставать, умеет контратаковать и при случае сам может завязать удушение. Но в последнее время он выбрал другой путь – путь разрушителя в стойке. Вспомним его бой с Александром Волконовски. Многие считали, что у Волки слишком много опыта, что он сможет пережить натиск новичка. Но Топурия показал всем, что не боится королей. Он вышел и срубил его, как будто перед ним был не чемпион с железной челюстью и бешеной выносливостью, а какой-то середнячок. Причем срубил хладнокровно, без лишней суеты. А теперь добавим сюда бой с Максом Холлоуэем. Холлоуэй – легенда, блест, человек, который славился своей кардиомашиной, своим объемом ударов и умением выматывать соперников. И что сделал Топурия? Он не просто перебил его, он уничтожил, подловил на моменте, отправил в глубокий сон. Все, что строил Макс годами, рухнуло за несколько секунд. А теперь свежак. Бой против Чарльза Оливейры. Казалось, что Оливейра с его опасными сабмишенами может стать проблемой, но нет. Топурия вышел и в середине первого раунда разнес его. Чистый, выверенный нокаут. Все, без лишних движений, без паники, просто расчет и точность. И вот здесь мы подходим к ключевому моменту. Топурия — это не просто панчер, он умный панчер. Его удары точные, он умеет чувствовать дистанцию, умеет ловить моменты, он не кидается вперед как безумец, он выжидает, заставляет соперника ошибаться и тут же наказывает. Его джеб острый, его правый прямой как молот. Добавим сюда хуки, апперкоты и получаем арсенал, который ломает даже самых стойких. У Ильи есть еще одно качество, которое делает его опасным – психологическая устойчивость. Он не паникует. Даже если бой идет тяжело, он не показывает слабости. Вспомните его поединок против Джоша Эммета. Эммет выжил там чудом, но весь бой Илья оставался собранным, спокойно контролировал происходящее, не поддавался эмоциям. И это при том, что он мог бы броситься добивать. Теперь давайте сопоставим стили. У нас есть Джастин Гэджи.
Человек, который любит рубиться в стойке, но при этом часто пропускает удары. У нас есть Илья Тапурия, хладнокровный убийца, который ждет именно таких ошибок. Как вы думаете, чем это закончится? Ответ очевиден. Рано или поздно, скорее рано. Тапурия найдет брешь и положит Джастина спать. Да, кто-то может сказать, у Гэджи есть борьба, он может перевести, но давайте будем честными. За всю карьеру в UFC Джастин практически не использовал свои борцовские навыки. Это не его стиль. Он сам не будет тянуть в партер. А вот Тапурия умеет, и при желании он может показать сюрприз. Кстати, многие забывают еще один момент. У Ильи прекрасное движение по клетке. Он умеет отрезать углы, он умеет загонять соперника к сетке. А Гэджи не любит работать спиной к ограждению. Ему нужно пространство для разменов, для шагов вперед. Но против Тапурии этого пространства он просто не получит. Матадор медленно, шаг за шагом прижмет его, и тогда начнется охота. Честно говоря, на бумаге этот бой выглядит почти безнадежным для Джастина. У него есть шанс только в одном – поймать Илью каким-то диким ударом. Но для этого нужно чудо, потому что размениваться с человеком, который вырубил Волкановски, Холлоуэя и Оливейру – это не просто риск, это билет в нокаут. Давайте теперь представим реальный сценарий боя Ильи Тапурии против Джастина Гэджи. Ведь одно дело красиво рассуждать на бумаге, и совсем другое прикинуть, как именно это будет выглядеть в клетке. Первый раунд. Гэджи выходит злой, заряженный. Он понимает, что это его последний шанс. 37 лет — это не шутки. Каждый бой может стать финальным. Поэтому он наверняка будет стараться включиться сразу, чтобы показать, что старик еще может. В первых минутах он попробует включить свои фирменные лоу-кики, чтобы сбить подвижность Тапурии. Это его логика – отбить ногу, замедлить соперника и дальше идти на размен. Но тут сразу встает вопрос, позволит ли Тапурия ему работать в таком ключе? У Ильи отличное чувство дистанции. Он не стоит как столб, он постоянно двигается. Углы, шаги, лёжкий кач корпусом. Попробуй попади по такой цели. А если Джастин начнет рубить по ноге слишком очевидно, Тапурия сразу накажет его прямым справа или хуком навстречу. И это будет очень больно. Второй вариант для Гэджи – устроить рубку. Просто пойти вперед, как он делал раньше, и пытаться задавить соперника мощью. Но давайте будем честны, это не работает против Тапурии. Все, кто пытался встать с ним в центре и махаться, падали. Чарльз Оливейра попробовал, улетел в нокаут. Макс Холлоуэй попытался, тоже лег. Даже Волкановский, который славился своей способностью терпеть и выживать, не выдержал. Так что думать, что Гэджи сможет перестрелять Тапурию, это самообман. Третий вариант – подключить борьбу. Теоретически да, у Джастина есть база, но давайте посмотрим правде в глаза. Он ею не пользуется. Никогда. И если вдруг он решит резко поменять стиль в 37 лет, то это будет выглядеть нелепо. К тому же, даже если он и переведет, Тапурия не даст ему там отдыхать. Он поднимется, он будет цепляться, он будет бить снизу, он будет угрожать сабмишенами. Так что в долгосрочной перспективе такой план лишь выжжет кардио Джастина. А теперь обратим внимание на саму физику момента. Джастин, да, силен, но он уже измотан карьерой. Его челюсть потрескалась, факт. Его тело износилось, факт. А напротив будет стоять парень на пике формы, голодный, заряженный, которому всего 27 лет, и который видит перед собой цель. Не просто защитить пояс, а сделать это зрелищно, красиво, чтобы все замолчали и признали его новым королем. Вот поэтому исход матча, на мой взгляд, более чем очевиден. У Тапурии есть почти все, чтобы закончить бой досрочно. Он не будет торопиться, он выждет. Первые 2 минуты он даст Гэджи поработать, посмотрит, что тот предложит, а потом начнет наказывать. И как только он подловит момент, удар справа и свет выключен. Я, честно говоря, даже сомневаюсь, что бой дойдет до второго раунда. Да, можно сказать, что Гэджи опытен, что он умеет терпеть, но, Холлоуэй, который обычно не гасит соперников одним ударом, смог его вырубить. А Тапурия – это человек, который крушит все, к чему прикасается. Поэтому, если делать прогноз в процентах, то я бы дал примерно так. 85-90% вероятность победы Тапурии нокаутом в первом раунде, оставшиеся 10% – это шанс, что Джастин каким-то чудом зацепит его диким ударом. Но, согласись, рассчитывать на чудо – это плохая стратегия, особенно когда на кону твоя карьера. И еще важный момент. Если бой состоится и закончится именно так, как я предполагаю, то это может стать финальной точкой для Джастина. Он уже сам говорил. Или титул, или пенсия. И если он получит нокаут от Тапурии, то, скорее всего, поймет, пора уходить.
Потому что лучше уйти на своих условиях, чем ждать, пока твоя голова окончательно перестанет держать удары. И вот мы подходим к финалу этой истории. Давайте честно, бой Ильи Топурии против Джастина Геджи – это не просто очередной поединок в UFC. Это символ смены поколений. Это момент, когда прошлое встречается с будущим, и исход практически предрешен. Геджи дал фанатам все. Он был настоящим воином, человеком, который никогда не отступал и всегда выходил махаться. Но давайте посмотрим правде в глаза. Его время прошло. Челюсть разбита, тело измотано, скорость не та. И даже если он выскочит в клетку с огнем в глазах, то напротив будет стоять хищник, молодой лев, которому плевать на заслуги ветерана. Илья Топурия – это вообще другой уровень. Это не просто чемпион, это боец, который ломает систему. Он говорит громко, он действует уверенно. Он не боится никого и ничего. И самое главное, он подтверждает слова делом. Это не пустая болтовня, как у многих. Он выходит и крошит. И каждый раз это выглядит все более убедительно. Если этот бой состоится, то мир ММА получит зрелище, которое войдет в историю. Потому что именно в этом поединке фанаты окончательно поймут. Эпоха Геджи закончилась, эпоха Топурии началась. Это как будто кто-то закроет старую, потрепанную книгу и начнет новую главу. И здесь я хочу сказать жестко. Те, кто думает, что у Джастина есть реальные шансы, либо наивные, либо просто не смотрели последние бои. Мужик еле держит удары, а против него будет убийца, который бьет так, что выключает свет даже у тех, кто славился железной головой. Давайте называть вещи своими именами. Геджи обречен. Что дальше? Если Топурия размажет Геджи, то он закрепит свой статус не просто чемпиона, а доминатора. И тут уже встает вопрос, кто вообще может его остановить? Чарльз Оливейра был уже повержен, Макс Холлоуэй нокаутирован, Александр Волконовский тоже улетел. Кто остался? Никто. Вот в этом и проблема для UFC. Потому что держать пояс при таком доминировании становится слишком просто. И я тебе скажу так, после боя с Геджи, если он случится, Топурия выйдет на новый уровень звездности. Его будут обсуждать не только в Испании или Грузии. Его будут сравнивать с Хабибом, с Конором, с легендами. И, может быть, именно он станет новым лицом UFC, потому что у него есть все – харизма, язык, стиль и, самое главное, безжалостный нокаутирующий удар. А Джастин? Но тут все очевидно. Либо пенсия, либо вечные побои от молодых голодных зверей. И я скажу прямо, лучше уж уйти красиво. Да, это будет поражение, да, это будет больно, но, это будет достойно. Потому что Геджи всегда дрался ради фанатов, и в последнем бою он тоже выйдет и умрет в клетке, если нужно. Но история неумолима. Молодые всегда пожирают старых. И в этот раз охота будет кровавой.